Приветствую всех на своем канале. Сегодня займемся тем, что заменим старое топорище на топоре на новое. Старое топорище лопнуло, и им небезопасно работать. Для того, чтобы свободно снять полотно топора с топорища, я положил сам топор в теплое место, чтобы он просох. Затем при помощи молотка я начинаю сбивать сам топор с топорища. Занятие довольно-таки трудоемкое, но дающее эффект. Попеременно то с одной стороны, то с другой стороны наносим удары. Смотрим. Вот что у нас получается. Потихоньку полотно топора сходит с топорища. Еще немного. И полотно соскочило с топорища. Вот что мы имеем. Перед тем, как насадить топорище в топор, надо напильником обработать все внутренние края, для того, чтобы поверхность была гладкой, без всяких заусенцев и сколов, чтобы беспрепятственно топорище вошло в полотно топора. Приступаем к разметке. Отступаем от торца топорища миллиметров 40 и проводим карандашом разметочные линии, где будет находиться сам топор. Сейчас размещаем линию, докуда мы будем делать пропил под клин. Но это я сделал максимальный размер, но мы, наверное, пойдем по минимальному. Это миллиметров 5 снаружи будет выступать топорище относительно лезвия топора. Здесь я указываю стрелками, какие линии что у нас означают, чтобы в процессе работы не перепутать. Зажал топорище в тиски и отпиливаю строго по линии. То, что я отпилю, пойдет на изготовление клина, который мы вобьем в топорище. Теперь берем полотно топора и при помощи линейки, можно визуально, замеряем, смотрим, где узкая часть, где широкая. Узкую часть будем насаживать на топорище. Широкая выйдет наружу. Там мы забьем клинья. Вот так вот будет у нас все стоять. Теперь нам надо разметить на топорище, сколько древесины нам надо снять, для того, чтобы топорище насадилось на полотно топора. Вот так вот приставили. И при помощи карандаша сейчас внутри сделаем разметку. После этого будем снимать древесину. Можно снимать топором, если много надо снять. Можно использовать ножик. Я буду использовать точило. Крупнозернистый камень. И на нем я обточу аккуратненько в размер само топорище. Для того, чтобы оно более свободно вошло в полотно топора. Обвел я вот эти линии карандашом, но сейчас, когда начну точить, я, конечно, их сотру. Приступаем. После того, как обточил рукоять,
Я ее сейчас примерю, как она войдет в полотно топора. Заходит довольно-таки неплохо. Сейчас при помощи молотка ударами сзади я насажу топор на топорище. Вот так он должен быть. Карандашом размечаю линию, где будет находиться деревянный клин. Вот этот вот, который мы отпилили от рукояти. Сбиваем топор с топорища для того, чтобы сделать пропил по линии. Зажимаю в тиски, чтобы мне было удобно пилить, и приступаю. Взял в руки будущий клин и очертил черту, на какую глубину он будет у меня забиваться. И сделал пропил чуть-чуть побольше. Теперь приступаем к изготовлению самого клина. С чего мы начинаем? Выровнять надо нам одну сторону. Для этого я беру ножик и ударами молотка отсекаю ненужную часть. Вот что получилось у меня. Замеряю пропил и еще где-то накидываю 2-3 миллиметра. И в итоге максимальная толщина клина у меня где-то будет миллиметров 5. Вот так вот. И аккуратненько, чтобы не было сколов, ударами молоточка отсекаю будущий клин. Теперь надо нам его заострить. Вот так мы его забьем. Примеряемся. Берем карандашик и сейчас отметим ненужную часть. То есть у нас сам клин чуть-чуть длиннее топорища. Чуть-чуть, но это будет мешать и будет цеплять за металл. Также при помощи ножичка скалываем ненужную часть. Вот так у нас получилось. Ну, теперь нам надо насадить полотно топора на топорище. Не забываем узкой частью в топорище. И выходит у нас в широкую часть. Начинаем насаживать ударами об пол. Пол у меня там бетонный, поэтому сам топор хорошо заходит в топорище. Стучу так, что аж камера трясется. Помахаю молотком. Беру клин. Аккуратненько смотрим, чтобы у нас ровненько, хорошо стал в прорезь. И молоточком попеременно то на один конец, то на второй, то посередине наносим удары, чтобы клин заходил равномерно и плавно, без всяких сколов. Постараться, чтобы он целиком вошел в топорище.
Ну, где-то вот так вот у нас получилось. Теперь, чтобы клин забить как можно глубже в топорище, я вот использую отвертку такую вот плоскую. Это, кстати, не отвертка, а стамеска. И ударами молоточка, тоже равномерно по всей плоскости, я забиваю клин глубже в топорище. Вот как получилось. Довольно-таки красиво. И я думаю, надежно расклинил само топорище. Теперь я размечаю линию по диагонали. Сюда у нас войдет железный клин. Забьем мы его по диагонали для того, чтобы как можно лучше и плотнее топорище прилегло к самому топору. Делаю небольшой надрез ножовкой по металлу. Ну и потом стамесочкой чуть-чуть делаю надрез пошире. Для того, чтобы железный клин аккуратненько вошел в топорище. Сам клин сделал из металла 3-4 мм, точно в размер. Заточил его на наждаке. И теперь аккуратненько, так же как и деревянный клин, буду забивать его в топорище. Удары буду наносить по всей плоскости. То с левой стороны, то с правой, как вы видите. Довольно-таки неплохо заходит клин в топорище. И это хорошо. Не надо делать большие клинья, потому что они могут в итоге расколоть само топорище. Вот так у нас получилось. Сейчас опять воспользуюсь стамеской и забью данный клин чуть-чуть поглубже. Глубина, на которую забит клин, где-то 30-40 мм. Не больше, а то иначе можно испортить все наши труды. Расколоть рукоять. Вот так у меня получилось. Вот, пожалуйста, очень надежное и хорошее соединение. Теперь можно топор у нас заточить, наточить его с двух сторон, чтобы он был как бритва, и пользоваться. Данное соединение очень надежное. Топор никогда не соскочит с топорища. На этом я заканчиваю. Подписывайтесь. Пока.